Здравствуйте, с вами учитель проекта «Домашняя школа интернет-урок.ру» Комарова Инна Викторовна. И сегодня мы пройдем с вами чат по материалам второй недели, четвертой четверти. Ну что ж, что мы будем рассматривать с вами в ходе данной недели? Итак, мы поговорим с вами о таких грамматических материалах, как наречие. То есть мы с вами на прошлом уроке говорили о наречиях в общем смысле, в частности, о наречиях образа действия, да, то есть те, которые отвечают на вопрос «как», то есть how, как выполняется действие, да. For example, quickly, быстро, beautifully, красиво, for example, loudly, громко. А сегодня мы поговорим с вами о наречиях, однако немного в другом аспекте, потому что есть такие пары наречий, значение которых отличается. То есть вот как бы, например, наречие типа wide, widely, или, скажем, там hard, hardly. И вот как бы и hard, и hardly – это два наречия, они пара прилагательное наречие, однако они имеют разное значение. И с такими вот разными парами прилагательных, наречий, извините, мы познакомимся, потому что нужно знать и четко понимать разницу в их значениях. Также мы поговорим с вами о двух лексических темах новых. Это лексика на тему хобби. Мы рассмотрим некоторые полезные слова и выражения этой темы, а также лексика средства коммуникации. Я напомню вам, что в этом семестре, в этой четверти, извините, мы будем много времени уделять набору лексики, разбирать ее, соответственно, вы должны ее учить, запоминать, стараться максимально использовать. И домашнее задание также у вас будет касаться, основная часть домашнего задания будет касаться лексических тем. Ну что ж, я предлагаю начать с темы прилагательной, наречия, то есть как раз пары наречий, которые имеют разное значение. Итак, я предлагаю вам обратиться к данной табличке. Такая группа наречий называется однокоренными наречиями, да, то есть вот, собственно, мы с вами смотрим на однокоренные наречия, да, и давайте разбираться в их особенностях. Итак, смотрим первую пару. Deep, deeply. Да, они действительно однокоренные и различаются лишь суффиксом ly. И кажется, что первое – это прилагательное, а второе – это наречие. Однако слово deep может быть прилагательным глубокий, а может быть наречием глубоко. А deeply – серьезно, очень. Ну, примеры, да, вот как бы, чтобы вы понимали, в каких ситуациях нужно употреблять каждое из данных наречий. Относительно наречие deep – глубоко. Что можно сказать? Ну, вот, скажем, есть такие рыбы, да, некоторые рыбы плавают достаточно глубоко. For example, some fish swim deep or very deep, for example. Некоторые виды рыбы плавают очень глубоко. Some fish swim very deep. А в значении deeply – серьезно, очень. Например, he was deeply ill. He was deeply ill. Он был серьезно болен, он был очень болен. He was deeply ill. Okay, the next pair, yes? Direct, directly. Итак, наречие direct переводится как прямо, а directly немедленно, сразу же, в тот же момент. For example, например, вы спрашиваете, интересуетесь, как пройти, скажем, к магазину, да, to the shop. И вам говорят, идите прямо например, идите прямо до церкви, потом налево, и вот там вот будет магазин. Go direct to the church and then turn left. Go direct to the church and then turn left. Идите прямо в церковь, потом поверните налево. Directly, немедленно. Тотчас. For example, I think the answer will directly be given.
I think the answer will directly be given. Я думаю, ответ будет дан немедленно, прямо сейчас. Will directly be given. Окей, следующая пара. Easy, easily. Easy – это как бы потихоньку, да, очень устойчивое выражение, очень употребляемое take it easy, да, то есть относись ко всему с легкостью. Easily – без труда. Например, well, he can speak 5 languages easily, or he can easily speak 5 languages. Он без труда может говорить на 5 языках. He can easily speak 5 languages. Следующая пара. Free and really. Free переводится как бесплатно. Бесплатно. Конечно же, есть и прилагательное free, бесплатный. Есть прилагательное easy, легкий. Есть прилагательное direct, прямой. Но нас сейчас интересует непосредственно их значение как наречие, поэтому они здесь указаны только как наречие. So, free, бесплатно. Well, if you buy 2 skirts, you can get, well, 1 more free. Если вы купите 2 юбки, то вы можете получить еще одну бесплатно. If you buy 2 skirts, you can get 1 more free, or you can get another 1 free. Really, охотно, откровенно, вольно. Well, you can behave freely in this company. You can behave freely in this company. Ты можешь вести себя вольно в этой компании. You can behave freely in this company. Full and fully. Full – точно, очень. Fully – полностью. For example, this situation was full interesting. This situation was full interesting. Эта ситуация была очень интересной. And fully – полностью. Please study this topic fully. Пожалуйста, изучите эту тему полностью. Please study this topic fully. Следующая пара. Hard, hardly. Hard – усердно, тяжело. Hardly – едва ли. For example, I know she studies hard. Я знаю, что она учится тяжело, усердно. I know she studies hard. Or, I can hardly hear you. Я едва ли слышу тебя. I can hardly hear you. High, highly. Высоко и очень сильно, чрезвычайно. Очень похоже на пару deep, deeply, правда? Итак, как мы приводили пример с deep, когда рыбы плавают глубоко, мы можем привести аналогичный пример с high, ну только птицы, да, то есть птицы летают высоко. So, some birds fly high. Некоторые птицы летают высоко. Highly очень чрезвычайно. For example, she was highly surprised. Она была очень удивлена. She was highly surprised. Okay. Last, lastly. Last. Последний, последнее время, можно сказать так вот. Последний раз. А lastly – окончательно. For example, I don't remember when I saw him last. Я не помню, когда я видела его последний раз. I don't remember when I saw him last. Итак, lastly – окончательно. Well, I think you should follow this advice. I think you should lastly follow this advice.
То есть я считаю, что ты в конце концов должен последовать этому совету. Late – поздно, lately – недавно. Yesterday they came home late. Вчера они пришли домой поздно. Yesterday they came home late. Lately – недавно. I have been to the zoo lately. Недавно я была в зоопарке. I have been to the zoo lately. Near – близко, nearly – почти. For example, we know he lives somewhere near our hospital. We know that he lives somewhere near our hospital. Мы знаем, что он живет где-то рядом, где-то близко с нашей больницей. Итак, на nearly, да, еще пример. For example, be careful. You nearly killed him, for example. Будь аккуратнее, ты чуть ли не убила его. Например, там, женщина за рулем, да? Be careful, you nearly killed him. Pretty, довольно достаточно. Prettily, приятно. Итак, pretty. Well, for example, this soup tastes pretty good. Этот суп по вкусу довольно приятный, то есть довольно вкусный. This soup tastes pretty good. А приятно, let it be. She sings so prettily, you know. Она поет так приятно, ну, вы понимаете, о чем я. She sings so prettily. Short, вдруг. Синоним слова suddenly, неожиданно, вдруг, а shortly – скоро, в скором времени. For example, he stopped short. Вдруг он остановился. То же самое можем сказать he stopped suddenly, то есть suddenly это синоним short, да? Мы можем и такой вариант взять. He stopped short. Вдруг он остановился. Shortly скоро. For example, I think they will come shortly. Or I think they will shortly come. Я думаю, они скоро придут. I think they will shortly come. Sure, конечно. Surely, обязательно. For example, he is sure to be at home at 5. Конечно же, он будет дома в 5. Или, скажем, это может употребляться в диалоговой речи. Например, will you come with us? Sure. Ты пойдешь с нами? Конечно. Surely, обязательно. I'm слишком много sure. I believe he will surely do this task. I believe he will surely do this task. Я уверена, что он обязательно выполнит это задание. Wide – повсюду. Мимо не попасть. Widely – широко. For example, my elder brother throws his socks wide. Мой старший брат разбрасывает носки повсюду. My elder brother throws his socks wide. Or another one, например, с widely. This poet is widely recognized. Например, этот поэт широко узнаваем, да, то есть узнаваем в массах. This poet is widely recognized. Wrong – неправильно, wrongly – по ошибке. For example, you have
done this task wrong. Вы выполнили это упражнение неправильно. You have done this task wrong. Or, sorry, I have taken your book wrongly. I know that it's yours. Извини, я взяла твою книгу по ошибке. Я знаю, что она твоя. I'm sorry, I have taken your book wrongly. I know that it's yours. Окей. Итак, при необходимости вы всегда сможете вернуться к этой табличке, да, и то есть как бы переписать, скажем, для себя ее и как бы повторять, да, вот, или как бы знать, что вы можете всегда к ней обратиться и повторить необходимые вам пары наречий, да, чтобы вот при выполнении домашнего задания не запутаться с тем, какое наречие вам правильно и нужно употреблять. Ну а теперь у нас две лексические темы, да, и первая, о которой мы с вами поговорим, это тема hobbies. Она, пожалуй, самая распространенная в ходе изучения языка, однако, по большому счету, она достаточно употребляемая среди носителей языка, ведь почему бы нет, с помощью данной лексики в рамках данной темы вы можете рассказать своему собеседнику или же другу по переписке из Англии или же Америки о том, чем вы любите заниматься. И понять, чем любит заниматься ваш друг. Итак, hobbies, as you see. Итак, не пугайтесь, как обычно, наличию английского текста. Мы с вами будем вместе с помощью русского языка разбираться в разных лексических словах, в разных лексемах на эту тему. Итак, hobbies are activities that we do in our spare time or free time. Хобби – это такие занятия, да, такой вид деятельности, которым мы занимаемся в наше spare time или же free time, свободное время. Вот вы уже можете запомнить для себя новое, интересное, полезное выражение. Не только free time, свободное время, но можно еще сказать spare time. Итак, part A. Things people play. То есть то, во что люди играют. Что значит, зачем мы так вот поделили, да? Почему такая классификация? Потому что как раз глагол play, вот этот глагол play, может быть употребляем со всеми этими, значит, существительными. Итак, play cards. Вот мы будем в таком ритме, мы будем подставлять слово play, чтобы нам было понятнее. Play cards. Играть в карты. Play board games. Play board games. Играть в настольные игры. Play chess. Играть в шахматы. Play musical instruments like guitar or saxophone. Играть на музыкальных инструментах, например, играть на гитаре или играть на саксофоне. Обратите, пожалуйста, особое внимание на то, что в русском языке мы добавляем, мы вставляем между глаголом играть и во что, да, или на чем, мы вставляем какой-то предлог, в, на, чаще всего. А в английском этот предлог строго отсутствует. Играть в что-то. Play cards, play board games, play chess, play guitar, play saxophone. Сюда же будет перенесена, в общем-то, обратите внимание на то, что нет предлога. Это крайне важно. И вот небольшое замечание. Note. People join clubs, become members of clubs, where they can play cards and chess. Полезное выражение join clubs. Люди, то есть дословно присоединяются к клубам, но посещают клубы по интересам, то есть становятся членами клубов, да, где они могут поиграть в карты или же в шахматы. Ну вот клубы по интересам, да, играют массово, например, в шахматы. Окей, let's look at part B. Things people collect, то есть то, что люди собирают. Collect – это собирать, то есть от слова коллекционировать, поэтому вы можете его запомнить легко. Collect – собирать, коллекционировать. Итак, collect stamps – коллекционировать, собирать марки.
Collect coins. Коллекционировать, собирать монеты. Collect antiques. Собирать антиквариат. Коллекционировать антиквариат. Окей. Опять-таки, но здесь, правда, как в русском, совпадает. Мы не вставляем предлог коллекционировать марки, и здесь его тоже нет. Зачем эти разные, такая вот классификация, во что люди играют, а во что собирают? Потому что нельзя сказать play coins, играть в монеты, или, скажем, там collect, I don't know, guitar, собирать гитару. Итак, part C, yes? Outdoor activities. Outdoor activities, то есть разные хобби, разные виды деятельности на открытом воздухе. То есть на улице, да? Уличные хобби, скажем так. Итак, hiking. Hiking – это, по сути, пешее путешествие, то есть вылазки. Или же поход с палатками, но главное, что он что он подразумевает? Вы надеваете рюкзак, где у вас, много там разных полезных вещей, обуваете удобную обувь с палатками и идете с друзьями, скажем, в горы или в лес, и, скажем, хотя бы на 1-2 ночи вы останавливаетесь там. То есть только вы, до этого еще вы должны пройтись так нормально. То есть вы идете или потом раскидываете лагерь, переночевали и снова идете куда-нибудь. Это называется hiking. То есть пешее такое путешествие, да? Camping. Пожалуйста. Это, значит, когда вы просто где-то разбили палатку, значит, там вы находитесь. У вас такой лагерь палаточный. Там более стабильная такая вид деятельности. Хайкинг подразумевает очень много ходить пешком, а кемпинг более стабильное. Разбили палатку, там вы живете, там какой-то ручей, река, вы там купаетесь, несколько дней остаетесь стабильно на одном месте. Rock climbing. Rock climbing. Это скалолазание. Rock – гора, скала. Climb – значит, это взбираться на гору. Hunting. Hunting – это охота. Jogging – это бег трусцой. Обычно то, что полезно делать по утрам, то есть бегать по утрам, да, это называется как раз jogging. То есть такой running – это вы очень быстро бегаете где-нибудь на соревнованиях или там от нападающего на вас медведя. А легкий такой бег трусцой с целью поправить собственное здоровье – это jogging. Итак, смотрим примечание. With these hobbies, we can use two different verbs, go and do. С этими увлечениями, с этими хобби, то есть этими словами, которые мы только что прочли, мы можем употреблять два разных глагола. Go and do. Глагол go и глагол do. We often go camping in the summer. Or I do a lot of rock climbing in the summer. Мы часто ходим с палатками, значит, мы ходим на отдых с палатками летом, или же я занимаюсь немножко, или я немножко, то есть много занимаюсь скалолазанием летом. Окей. And, yes. Part D. Creative hobbies. Креативные хобби, то есть такие, в ходе которых вы что-то делаете самостоятельно, руками вы что-то создаете. For example, look at the picture number 1. Caroline makes her own clothes. She makes clothes for herself, she doesn't buy them. Итак, Каролина делает одежду для себя, то есть она шьет собственную одежду. Она делает ее для себя, она не покупает ее. Make her own clothes.
шьет сама себе одежду. Number 2, picture number 2. Barbara likes photography. Барбара любит занимается фотографией, или любит фотографировать. Вообще слово photography – это фотография, или же вот хобби, да, вот как вид деятельности, фотография. And the third picture, Bridget is mad about dye. So, what does it mean, dye? Do it yourself. Bridget помешана на, ну, можно передать на хендмейде, вот то, что можно сделать своими руками. То есть, is mad about – это помешано, то есть очень в восторге от чего-то, да? И die – это сокращение от do it yourself, то есть сделать своими руками. Note, замечание. When we start a hobby for the first time, we often use the phrasal verb take up. And when we stop doing the hobby for the final time, we often use the phrasal verb give up. Когда мы начинаем заниматься каким-то хобби, каким-то увлечением, мы очень часто употребляем фразовый глагол take up. For example, take up photography. Начать заниматься фотографией. А когда мы прекращаем заниматься каким-то хобби, то есть в последний раз, да, то мы очень часто употребляем фразовый глагол give up, то есть бросать, прекращать. For example, give up hunting. Больше не охотиться, бросить хобби, охоту как хобби. And, for example, I took up golf when I was 15, but I gave it up last year. Я начал заниматься гольфом, когда мне было 15, но бросил его в прошлом году. Вот такие вот основные слова, которые нам понадобятся, да, вот, или такие вот полезные слова в теме хобби. Итак, что касается темы коммуникации, то мы с вами рассмотрим, в общем-то, такие вот, ну, как бы, есть различные виды коммуникации, ведь телевидение, газеты, связь по телефону и компьютеры. Но поскольку, пожалуй, самое актуальное, распространенное в данный момент времени в современности, это все-таки как бы компьютеры, поэтому я предлагаю вам познакомиться и рассмотреть лексику, связанную с компьютерными технологиями. Ну вот, это актуально, тем более, что этот блок лексики будет достаточно вам полезен. Почему? Потому что вы действительно сталкиваетесь с этими словами каждый день, ведь вы работаете за компьютером, выполняя домашние задания, сейчас смотря наш видеочат, и, в общем-то, давайте перейдем к рассмотрению данного типа. So, computers. Окей? Итак, hardware. Hardware, то есть, скажем так, то, из чего состоит компьютер. То есть, как бы вот его не наполненность, в общем-то, памятью, внутренностями всякими, а вот из чего оно состоит, то есть так называемое железо. Итак, video monitor screen, то есть это у нас монитор, да, и вот, значит, типаж еще старый, не такой, как у нас сейчас все тоненькие, маленькие, то и ноутбуки. Итак, что находится под ним? Central Processing Unit, the heart of the computer, то есть это процессор, да, сердце компьютера. Рядышком справа keyboard, keyboard это клавиатура, вместе с mouse, с мышкой. Пожалуйста, давайте вспомним такой момент. Есть такая вот категория существительных, правда, которые имеют множественное число, не похожее на остальные. То есть они образуют множественное число не по правилам, не с помощью добавления окончания s. Так вот, среди таких существительных есть слово mouse, мышь, ну, в смысле, такая маленькая, серенькая, бегает у вас по квартире, не бегу. И множественное число ее это mice. И
пожалуйста, обратите внимание на то, что mouse, mice применимо к животным. А вот если речь идет о компьютерной мышке, то множественное число, ну, скажем, я купила сегодня 2 компьютерные мышки, одну себе, одну подружке. То тогда будет I bought 2 computer mouses. То есть слово mouse, как компьютерная мышь, будет иметь стандартное правило образования множественного числа. Выше, чем keyboard и mouse, находится laser printer. Laser printer, то есть лазерный принтер. Ну и справа laptop. Laptop. Это как раз есть ноутбук. Пожалуйста, не путайте слово ноутбук, потому что ноутбук – это блокнот, книга для записей, а ноутбук в нашем понимании как компьютер, да, это laptop. Well, что касается планшета, то планшет – это tablet. Tablet. Смотрим примечание. As well as the hardware, the machines, we also need software, the programs needed to work the machine. These programs are on disks, for example, the hard disk inside the computer, or floppy disks, or on CD-ROMs, compact disk read-only memory, and CD on which you can put a large amount of information. Так же, как кроме того, что вам нужно железо, да, вот все такие вот устройства для того, чтобы работал компьютер, то есть hardware, вам также понадобится программное обеспечение, то есть software, то есть такие программы, которые нужны для работы компьютера. Эти программы находятся на дисках, disks. Например, hard disk – это жесткий диск, который находится внутри компьютера, или же, ну, как бы, ранее были floppy disks, то есть, значит, эти дискеты, или же on CD-ROMs, то есть, которые круглые вот эти вот диски. Compact disk read-only memory. То есть такой вот, собственно, такой диск, на котором можно записывать большое количество информации. Well, B. Operating a computer. Operating a computer, то есть управление компьютером. Using the mouse, you can do a number of things by clicking on different icons. So it means moving the mouse to point to different pictures at the top of the screen. Используя мышку, mouse, вы можете выполнить ряд, большое количество различных операций by clicking on, то есть кликая, клацая по различным иконкам, icons. То есть передвигать мышку, чтобы указывать ей на какие-то разные картинки вверху экрана. И вот какие могут быть картинки. Но они по большому счету, я могу сказать, что они не особо изменились. Несмотря на изменения операционной системы Windows. Итак, первая картинка, первая иконка, icon, да? Open a new document означает, что мы можем, нажав на нее, открыть новый документ. The next one. Open an existing document. Открыть уже существующий документ. То есть мы вызываем корни системы и ищем там то, что нам нужно. Then. Как раз иконка с дискетой. Save the data in this document. Сохранить информацию в этом документе. Пожалуйста, будьте внимательны со словом data, написанным как D-A-T-A, как раз так, как оно написано у нас. Это не дата, которая там, скажем, сегодня на 6 апреля, да? Дата, которая 6 апреля, это date. В конце пишется буковка I, бьют I. А это data, это информация, данные, это множественное число от слова datum, пишется datum. Откуда оно? Это слово латинского происхождения, поэтому оно имеет особую форму, единственное множественное число. So datum – это единственное, то есть такой, в общем-то, единица данных, а data – это данные. Then, ножнички.
нет, просто не ножнички, печатная машинка или там принтер. Print, то есть распечатать, напечатать. Ножнички cut, вырезать. Следующий значок, собственно, два странички, это copy, копировать, и листочек, который, собственно, прикрепляют, да, к планшету, это paste, то есть ставить. So, part C. What do people use computers for? Зачем, для чего люди пользуются компьютерами? A word processor is a computer used to prepare documents or letters or the software that is used for this purpose. Итак, то есть та программа, которая обрабатывает, то есть для работы с текстом, она используется для того, чтобы готовить, то есть работать с документацией, писать письма, и, соответственно, есть соответствующее программное обеспечение. Many people use their computers for word processing, for example, writing letters and reports. Многие люди пользуются компьютером для обработки текстовой информации, то есть word processing. Например, написать письма или же отчеты. A lot of business people use spreadsheets, a program used to enter and arrange numbers and financial information, and databases, programs which allow you to store, look at, to change a large amount of information quickly and easily. То есть большинство людей, занятых людей, то есть или бизнесменов, используют такие программы, которые используются для того, чтобы организовать большое количество цифр и финансовой информации. Вот. И, используют также базы данных, то есть такие программы, где вы можете сохранить, посмотреть или же изменить большое количество информации очень быстро и легко. Some people also use graphics, the pictures and symbols a computer program can produce. Некоторые люди также пользуются графикой, то есть те картинки и символы, которые может делать, производить компьютер. Well, important vocabulary, то есть некоторые полезные слова. More and more people are becoming computer literate, have experience or working with computers and know how to use them, as many programs and machines are so user-friendly, so easy to use. Все больше и больше людей становятся образованными в сфере компьютеров, то есть умеют ими пользоваться, умеют опыт пользования с ними и знают, как ими пользоваться, так как много программ и устройств, собственно, user-friendly, то есть они разработаны так, что пользователю очень легко пользоваться. То есть использование не вызывает никаких трудностей. То есть интуитивно, вы можете интуитивно все сделать на компьютере. You can now connect your computer to computers all over the world using the Internet, a system that allows computers to connect using telephone lines. Теперь, давно уже вы можете соединить ваш компьютер с другими компьютерами по всему миру, используя сеть интернет, то есть такую систему, которая позволяет соединять компьютеры, используя телефонные линии. Но сейчас не только телефонные линии. People send each other email, so electronic mail messages using the system or network. Люди отправляют друг другу email или же электронные сообщения, используя эту систему, то есть интернет, или же network. Это локальные сети. If your computer is slow, it may need more memory. Если ваш компьютер работает медленно, то, возможно, ему нужно больше памяти, memory, то есть внутренней памяти на жестком диске, надо почистить ее.
It may crash, то есть компьютер может перестать работать. Crash, то есть сломаться, зависнуть. If there is not enough memory or if it has a bug or software problem, also a virus. Итак, компьютер может сломаться или как бы что-то может, в общем-то, перестать работать, если недостаточно памяти или же есть какой-то баг, то есть проблема с программным обеспечением, или же может быть вирус, virus. И в плане медицины, в плане компьютерной лексики вирус – это virus. Make sure you make a backup copy of your work and extra copy on the floppy disk. Будьте уверены, что вы сделали запасную копию вашей работы, то есть дополнительную копию, сделанную на, или записанную на внешний носитель какой-нибудь. Окей. So, итак, мы с вами поговорили сегодня, да, еще раз о наречиях, разобрали, какие есть пары таких вот интересных спорных наречий, а также рассмотрели два набора новой лексики, посвященной оби, ну, она такая, не скажем, не то чтобы новая, но повторение, вот, и также некоторую информацию о технологиях, о коммуникативных технологиях, в частности, о компьютерах. Ну что ж, на сегодня все. С вами был учитель проекта «Домашняя школа интернетурок.ру» Комарова Ирина Викторовна. До новых встреч!